别怕，我带你走。先养好伤，其他交给我。 Сяо Янь врывается на восточный драконий остров, прибывает в драконий дворец и находит Цзэ Янь. Остров держат в блокаде. Сначала Сяо Янь спас Хэйцина, победив двух мнимых святых. В целом в Сирии все было согласно оригиналу. Хэйцину действительно здорово досталось. Он был на грани смерти, но Сяо Янь прибыл вовремя. Единственное отличие: в оригинале Сяо Янь коснулся лба Ходжаня, образовав кровавую дыру. Тот был полумертв после такого действия. В Сирии же Сяо Янь просто запечатал этих двоих старейшин. Но впереди его ждал еще Сюань Мо на второй звезде святого. А лишь потом Сяо Янь встретился с Цзэ Янь. Стоит сказать, что трейлер вышел взрывной и крайне зрелищный. Цзэ Янь предстает во всей красе, со своим ультимативным приемом меч убийцы дракона. А Сяо Янь совершает новый прорыв культивации, демонстрируя новую силу. Итак, древний клан драконов был охвачен ожесточенной внутренней борьбой за власть. Цзэ Янь, обладавшая родословной императора драконов и телосложением дракона Феникса, была осаждена 3 королями драконов. Эти эксперты были чрезвычайно могущественны. Западные и южные короли достигли поздней стадии трехзвездочного царства Святого Доуше, а северный король драконов даже одной ногой стоял на 4-й звезде. Подвергшись объединенной атаке троих, Цзэ Янь оказалась в невыгодном положении. Критический момент, Сяо Янь прибыл вовремя. Можно представить себе этот момент. Сяо Янь вышел вперед к Цзэ Янь, взял ее за плечо и заверил в своей поддержке. А затем встал, чтобы сражаться вместо нее, помогая ей перехватить 3 драконьих королей и создать возможность переломить ход битвы. Возможно, до этого Цзэ Янь, сражаясь в одиночку против троих, думала о худшем. Но как ранее она спасала Сяо Яня, теперь он спасает ее. Хотя он сам обладал лишь силой святого одной звезды поздней стадии, и разрыв между ним и противниками был огромен. Он без колебаний шагнул вперед. Он понимал, что Цзэ Янь нужно время, чтобы подготовить мощный смертельный удар, поэтому решил выиграть для нее эти драгоценные 10 минут. 3 короля драконов поначалу недооценили Сяо Янь, но тот обрушил на них свою сильнейшую ментальную атаку – гнев безмятежного источника. Эта невидимая звуковая волна поражала прямо в душу, именно в то слабое место физически сильной древней расы драконов. Застигнутые врасплох, 3 короля дракона получили духовные или ментальные раны и закашлялись кровью. Сразу после этого Сяо Янь тайно создал и взорвал ужасающе мощный лотос 5 цветов. 3 короля драконов вырвались из взрыва, хотя и были покрыты ранами, но выжили. В ярости они начали яростную атаку на Сяо Яня, который отчаянно защищался, чтобы отразить урон, снова тяжело ранив своих противников, но и себя самого. В отчаянии Сяо Янь даже во второй раз обрушил на 3 королей драконов гнев безмятежного источника, не жалея сил. Стоит сказать, что подобного уровня навык потребляет колоссальное количество сил. Северный король драконов выдержал удар души и тяжело ранил Сяо Яня. Показано, как Сяо Янь побеждает северного короля дракона с помощью лотоса ярости Будды, но сам получает серьезное ранение. В этот момент западный король драконов и южный пользуются случаем, чтобы добить его. Как раз когда смертельный удар южного драконьего короля был близок к цели, вспыхнул ослепительный золотой свет меча, отрубив массивную, невероятно прочную драконью руку южного короля. Мы видим, как убегает этот эксперт, лишившись своей правой руки. Вдали Цзэ Янь держала золотой длинный меч, источающий ужасающую ауру, от которой мурашки бежали по спине. Южный драконий король узнал в нем меч убийцы драконов, высшую боевую технику из легенд. С этим мечом убивать драконов было так же легко, как резать цыплят. Увидев меч, убивающий драконов, западный и южный драконьи короли пришли в ужас и попытались бежать. Цзэ Янь взмахнула мечом и одним ударом с расстояния рассекла западного драконьего короля надвое. В трейлере показан этот сногсшибательный удар. Не только тело короля драконов было разрезано, но и горы и все, что вдали, было стерто в пыль. Глядя на этот золотой меч убийцы драконов, Цзэ Янь излучала неоспоримую ауру превосходства.
Южный король драконов находился неподалеку от западного, и когда он увидел след от удара, его тело словно налилось льдом. В это же время Сяо Янь тоже был глубоко потрясен. Даже его сильнейшая техника, огненный лотос уничтожения, могла лишь ранить их, но простой, на первый взгляд, взмах меча Цзи Янь почти лишил западного короля драконов жизни. Это было пугающе. Южный король дракона велел спасаться. Западный прижал руку к ровно прорезанной ране на груди, с трудом стабилизировал циркуляцию Доу Ци и, не оглядываясь, рванул прочь. Цзи Янь медленно прошла мимо Сяо Яня, подняла меч убийцы драконов и легко провела по его поверхности. Именно в этот момент Сяо Янь заметил нечто, от чего его сердце сжалось. Один из тонких локонов ее длинных фиолетовых волос стал серо-белым. Он сразу понял, что это означало. Этот меч пожрал ее жизненную силу. Сяо Янь с ужасом понял, какую цену Цзи Янь платит за каждое движение этим оружием. Вторым ударом Цзи Янь разрушила объединенную защитную технику двух драконьих королей и отрубила им ноги. Северный драконий король схватил двух тяжелораненых и в панике бросился бежать. Хотя он кричал от боли из-за остаточной энергии меча, ему в конце концов удалось скрыться. На восточном острове дракона воцарилась мертвая тишина. Люди Сюаньмо застыли, не веря своим глазам. 3 великих короля драконов были разгромлены. Сяо Янь смотрел в сторону, куда исчезли 3 короля. Затем его взгляд упал на меч в руке Цзи Янь. Странный, словно жидкий, наполненный разрушительной силой. После поражения и бегства 3 королей драконов, кризис на Восточном Драконьем острове был предотвращен. После битвы Цзи Янь больше не могла держаться. Ее рвало кровью, и она упала, после чего ее подхватил Сяо Янь. Они оба были на пределе своих возможностей. Сяо Янь еще держал Цзи Янь в объятиях, они опустились на землю. Состояние его тела оставляло желать лучшего. Если бы сила родословная внутри его сердца не вылечила большую часть его поврежденных меридианов, и если бы не пламя 3000 звезд, способное исцелять, наверняка он бы уже был парализован или искалечен. Сяо Янь протянул Цзи Янь пилюли и нежно сказал: «Это пилюли, которые ты любишь есть больше всего». На что Цзи Янь закатила глаза. «Ты все еще относишься ко мне как к маленькой девочке?» Она бесцеремонно забрала и проглотила пилюли. Группа первого старейшины Восточного острова стремительно приблизилась. Первый старейшина. Восточный остров драконов в порядке? Цзи Янь быстро пришла в себя и спрыгнула с объятий Сяо Янь. «Докладываю вашему величеству, остров в порядке. Многие члены других островов сбежали. Однако ряд представителей их островов предпочел остаться на нашем острове», — ответил первый старейшина. Остались, разумеется, те атакующие, которые преклонили к ней колени во время битвы. Хорошо, примите их на временную службу и следите. Среди них могут затесаться шпионы 3 королей, ответила легким кивком Цзи Янь. А что насчет 3 королей драконов? У западного и южного короля драконов ранены конечности. Даже если они сумеют восстановиться, их силы значительно ослабнут. Северный король в одиночку не сможет ничего сделать. Цзи Янь сказала, что как только их остров восстановится, они начнут контратаку и совершат объединение. Все приняли приказы Цзи Янь. Цзи Янь, сумевшая призвать меч убийцы драконов, вселила в них страх к своей персоне. Цзи Янь снова повернулась к Сяо Яню, но, заметив непривычно серьезное выражение его лица, на секунду растерялась. «Ты чего такой мрачный?» – удивленно спросила она. «Эх, быть императрицей драконов – та еще ноша!» – тяжело вздохнул Сяо Янь. Если быть честным, рядом с этой величественной Цзи Янь он куда больше скучал по той мелкой шумной девчонке, которая целыми днями крутилась возле него в поисках сладостей и приключений. А далее Цзи Янь поблагодарила Сяо Янь. Если бы он не появился вовремя и не задержал этих 3 королей, она бы не смогла довести все до конца, даже призвав меч убийцу дракона. Но Сяо Янь, как всегда, отшутился, ответив, что не стоит благодарить, хотя он на самом деле сделал много. Чтобы помочь подруге, он привлек к помощи племя подземных питонов, захватил и убил по пути экспертов из племени небесных фениксов. Он угрожал им заложниками, чтобы заставить отступить. А когда он пришел сюда, то начал кровавую битву против 3 королей дракона. Если бы не его сильное тело, он вполне мог и умереть. Сяо Янь получил тяжелое ранение в бою и немедленно решил уединиться, чтобы залечить раны. Конечно же, учитывая его характер, он не упоминал все это. Как только он пришел в движение, то почувствовал сильные боли от дрожащих меридианов. Его лицо скривилось, а сам он задержал дыхание.
Удивительно, но странное родословное глубоко в его сердце, объединяющее множество сил, пробудилась сама собой, под воздействием полученных травм. Она начала непрерывно течь, не только быстро восстанавливая его тело, но и постоянно закаляя его плоть и меридиан. А о его прорыве мы поговорим в следующем видео. Давайте наберем 2000 лайков, и в среду выйдет продолжение. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.